смотрите в этом видео. Поздороваемся с дедом Хабаром. Так, а что у нас тут такое? Еще одна интересная находка. Это сейф с баблом? А это что за хрень такая? Опаньки, что это за байда такая? А тут нам зайчик гороху насыпал из заднего прохода. Тем временем у нас накопилась уже вот такая кучка хабара. Опять я лопату откопал. А тут у нас из-под дерева торчит какой-то металлический прут. Вот он, люк в подземный мир, или же дверка в ад. Всем привет! Сегодня 4 мая 2022 года. Начинаем наш утренний металлокоп. Поздоровались с дедом Хабаром, задобрили его с харком. Вот там моя машинка стоит. А вот здесь вот спрятан хабар, который я вчера накопал на велике, но не отвез. Вот здесь он лежит. Ну тут килограмм 25-30 есть. Так, первый сигнал. Вот такая какая-то странная байда у нас тут торчит. Металлический прут, который ведет глубоко в землю на пару-тройку штыков. Вот я его выкопал. К этому пруту приварена какая-то металлическая пластинка. Странный предмет. Кто знает, что это, напишите в комментариях. Так, вот тут тоже что-то нарисовалось интересное. Похоже на трубу длинную. Будем выкапывать. Но довольно далеко идет эта труба. Выкопали. Вот такая вот труба. Ну, не то чтобы очень длинная, но довольно тяжелая. Ну, не знаю, килограмм 15-20 как минимум. Есть. Вот такая вот. Из толстого металла. Так, тут тоже по мелочи кое-что есть. В общем, коп сегодня будет неплохой. Машина стоит возле дороги в посадке. А мы продолжаем наш металлокоп. Так, вот здесь вот небольшая помоечка, которую я еще вчера обнаружил. Ну, такая. Не очень замусоренная. Стекла не так много. Стекла и ветоши не так уж много, как бывает обычно на помойках. Так, а вот тут я вчера начал раскапывать. Что это? Я надеюсь, это... Так, вот еще какая-то байда тут сверху лежит. Непонятная байда. Непонятная. Ладно. Вот тут я вчера начал выкапывать какой-то металлический ящик. Надеюсь, это сейф с кучей золота и бабла. Ну, бабло-то, скорее всего, в советских деньгах, оно уже ничего не стоит. Ну, вот золотишко я бы взял. Так, тут я выкопал лопату. Очередную. Наш металлический сейф оказался вот такой вот херней. Какой-то металлический совок из тонкого металла, залитый кучей бетона. Облом. Очередной облом, ребзи. Надеялись на сейф, а получили какую-то хрень. Естественно, я ее на приемку не повезу, потому что приемка это моя постоянная пока. И обманывать я там никого не собираюсь. Хотя меня там обманывали. Ну ладно, не суть. Идем дальше, ребзя. Что у нас тут есть? Так, по мелочи, конечно, сигналы есть, но крупных пока не видать. Решил я сделать паузу, отдохнуть, погулять по полю с металлоискателем. Я знаю, что здесь металла нет, но больно уж поле красивое, погода хорошая. Прогуляюсь. Ну и вы сделайте паузу. Если не любите природу смотреть, только коп вам нужен, тогда отойдите, заварите чайку или там пюрешку себе сделайте с котлеточкой. Короче, отвлекитесь. В конце концов, сходите в туалет, пописайте. Так, гуляем по этому красивому полю, в котором нет никакого металла, к сожалению.
погода сегодня шикарная. Просто шикардос. Поле вообще пустое. Только кроты вот нарыли своей кучей. Красота. Просто лепота. А вот тут у нас зайчик отложил свою кучу гороха из заднего прохода. Это ведь зайчик, я не ошибаюсь? Следопыты, напишите в комментариях, я прав или нет. По-моему, это все-таки зайчий горох. Значит, все-таки зайцы здесь еще остались, не всех перебили. Ну, я зимой вам показывал, следы есть. Так, тем временем у нас накопилась вот такая кучка небольшая металлолома. Машина стоит у дороги. Никто пока не ездит здесь. Надеюсь, не будет ездить в ближайший час. Ну, тут всякой мелочи по мелочи. Снова я откопал лопату. Не первую в этот день. Была и штыковая, и совковая. Так, вот тут из-под дерева торчит какой-то металлический пруд. Торчит жестко, но выкапывать его замучаешься. Ведро. Так, тут у нас что? Помните, в прошлом году я показывал вам, как нашел дверь в потусторонний мир. Ссылка будет в верхнем правом углу экрана. Я ее в прошлый раз не докопал. Попробуем сегодня разобраться, что это такое. Вот она, эта дверка. Потусторонний мир или подземное царство, или в ад. Хрен его знает. Но она довольно большая. Как настоящая входная дверь для человеков. Но побил я ее ломиком. Похоже, сверху она залита бетоном. Это, ребята, облом. Откапывать ее я, наверное, не буду все. У нас тут еще сигнал. И мы достаем напоследочек вот такую вот фигню. Это такое вот типа полукольцо металлическое, обшитое резиной. Я таких здесь нашел уже штук 5, наверное. На этом я свой металлокоп на сегодня завершаю, ребзя. Загружаю металлолом в машину. Всем пока, будьте здоровы, живите богато.